Африку швартуемся. Там должно было быть тепло. Вообще не так. Вчера утром мы отправились из Испании паромом в Марокко. Наконец-то попали на африканский континент. Первое впечатление было в том, что холодно здесь, но мы решили это все усугубить и поехать дальше в горы, сделать первую ночевку в горах. Вот добрались в такое себе такое убежище горное. Здесь люди живут и, в принципе, принимают туристов. Мы запарковались прямо во дворе, договорились. Они, конечно, удивлялись, потому что спрашивали, чего нам бы не остаться у них ночевать в таком себе хостеле, который у них здесь. Мы сказали, нет, нам в машине хорошо, мы только ваш туалет и душ используем, если вы не против. У нас завтрак. Будем кушать жареное яйцо, наверное, тыквенное желе, еще с чем-то желе, сыр, оливки и, наверное, оливковое масло и хлеб. Чай в Марокко мятный – это традиционный напиток. Вчера вечером мы попросили, и сегодня утром нам принесли тоже. Только что попали в первую трудную ситуацию в плане проходимости. Поднимались наверх, но первая повышенная передача, этот крутой склон, плохо тянула. Точнее, вообще не тянула. Пришлось остановиться, включить пониженную. Но, как оказалось, в это время пониженная не включилась, а включилась нейтралка. Оказались там внизу на самом краешке, и нижнее колесо уже заднее ушло немного с покрытия. Пришлось собирать камни, подкладывать, думать, как оттуда выезжать. Вот в такую вот яму мы практически съехали. Одно колесо висело уже в воздухе, но я почему-то вспоминаю ситуацию из моего детства, когда мы точно так же зимой ехали на «Жигули» в кювет, и в тот момент мне мама сказала, нет ситуации без выхода, эта ситуация поправима, просто надо время. И главное в такой ситуации это точно не спешить и разобрать все риски, разобрать, окей, наша попытка даст нам только пользу или сдвинет нас еще дальше, потому что несколько раз машина сдвигалась вниз. Ну, в общем, мы едем вперед. Мы спустились с гор, как и все люди вокруг. Мы в центре Шефшауна. Это город знаменит тем, что улицы здесь покрашены в синий цвет. И еще здесь достаточно уютно, потому что на улице не так много людей, которые пристают к тебе с какими-то предложениями. И в то же время улицы достаточно аутентичные, и есть тут чем заняться туристам. Но сейчас Рамадан, большинство заведений закрыто. Вот мы пришли на центральную площадь, покушаем блинчиков и погуляем. Мы в Волюбилисе. Это древний римский город на 40 гектар, из которых только 20 или 15 раскопали, и было 20 тысяч населения. И это невероятно. 2000 лет назад эти улицы кишели людьми. Более того, есть дороги, которые просуществовали до сегодняшнего дня. Некоторые дороги у нас, к сожалению, на пару лет всего лишь.
С наступлением вечера город сначала умирает, потому что люди идут молиться, а потом, когда молитва заканчивается, они идут домой кушать, и спустя некоторое время город оживает. Вот раскатывают ковры, чтобы люди могли там, видимо, молиться на улице. Очень интересно, что здесь будет происходить. Мы в Мекнесе. Пошли искать ресторан и видим, 2 милиционера сидят под стеной и начали только кушать, все быстренько, и зовут нас. Но мы пришли, они нас угостили очень вкусной домашней едой, которую жена одного из этих полицейских приготовила. И очень много всего, очень вкусно, отличный такой экспириенс. Первый раз пробуем яйцо утиное. Неплохо. Он захвост. Сха. Сха. Бассаха. Хотя французский знаю очень плохо, но все равно какие-то базовые слова помогают хотя бы на базовом уровне понять друг друга. И все равно, наверное, люди хотят, даже не важно, будешь ты правильно говорить или неправильно, главное вот эта улыбка, и на жестах можно все объяснить. Люди хотят просто общаться. Мы переключаемся в стелс-режим с нашей маленькой Sony камерой. Оставляем машину на парковке города Фес. В этом городе самая большая пешеходная зона в мире. Еще Фес знаменит тем, что здесь самый старый университет в мире. Серьезно? Да. Сейчас Рамадан, поэтому улицы пустуют, но какая-то жизнь все равно здесь есть. Попробуем побродить и найти ее. Это центр города. Курочки, овечки, козочки. В Марокко куча котов, но они часто ободранные и, видимо, голодные, худые немножко. Очень много здесь людей, которые что-то производят, ремесло какое-то имеют, или шьют, или, может быть, из дерева что-то делают. Много мастерских всяких. И это очень-очень прикольно. Кто-то просто отдыхает. Марокканцы умеют это делать. Вы слышали когда-то выражение «навьюченный»? Вот что это значит. Наконец-то мы нашли кожаный квартал по запаху. Здесь еще жизнь бурлит, хотя скоро уже вечер. На входе дают мяту, чтобы занюхивать этот запах. Интересные этические соображения такого промысла. С одной стороны, не хочется убивать животных, массовое потребление и так дальше. А с другой стороны, эти люди занимались уже этим производством очень много лет. И это их традиционный бизнес. И что же им теперь делать? Непонятно, плохо это или нет. Трафик пешеходный даже создает пробки. Бывают и пешеходные пробки.
очень вкусную дыню купили. Уэй. Say супер! Супер. Медина Феса очень интересный экспириенс. Если когда-то будет у вас возможность, обязательно приедьте, сходите, погуляйте. Если это, думаю, был бы еще и не Рамадан, то было бы вообще намного более активно. Так у нас только человек 10, наверное, предлагало нас куда-то провести. Если бы это был не Рамадан, то, думаю, счет бы шел на сотни. Вот на таком кемпинге мы ночевали сегодня. Когда приехали, ворота были закрыты, и нас ждало возле ворот уже Volkswagen транспортер с двумя немцами, которые стеснялись зайти, а ворота были закрыты, потому что как раз был закат, и обслуживающий персонал ушел кушать, так как Рамадан. Вот, но мы не постеснялись, мы заехали, просто остановились, немцы ждали там еще возле ворот часа два, пока вышел парень, который тут занимается кемпингом. Вот. Ну, расположились в горах, средний Атлас, горный массив. Прикольно. Мы сегодня молодцы, проснулись, сделали зарядку, позанимались, сходили в душ, поубирали, много чего вытащили из этой машины и даже установил Слава лебедку. А это очень важно в нашей дороге, как показали несколько дней назад, как показало происшествие день назад, лебедка нам нужна. Первый наш ужин в пустыне, который приготовили мы самостоятельно. Покупала помидоры, думала, те, которые надо. Не те, но эксперименты нужны. Мы наконец-то в пустыне. Вон там высокие горы, высокий Атлас, а здесь уже жара. Проезжали мимо, и я спрашиваю у Лены, это камни такие светлые, там белые? Оказалось, что это все пакеты. Там находится село, и оттуда ветер дует, все пакеты выносит, они здесь цепляются за что-то. Казалось бы, пустыня, все должно быть чисто, песок, но все в пакетах. Едем в пустыне и увидели колодец. Такое, оказывается, бывает. Видимо, поют верблюдов тут. Мы уже в пустыне. Сегодня целый день ехали из Уазазата по аллее, точнее по долине Дра, через разные села. Конечно, немножко бедненько. Дети выбегают, просят ручки. Потом купили килограмм помидор и килограмм апельсин. Это все обошлось меньше 1 евро. Поехали дальше в пустыню, в дюны, в Эрк-Шигага. Нашли место, где остановиться. Оказалось, что не все здесь так дико. Вот, и уже сил нет на запланированную пасту. Просто решили
открыть стратегический запас хамона, купленного в Испании, выпить баночку пива, посмотреть заведомо скачанные с Ютуба видео и лечь спать. Переночевали в пустыне. Это была клевая ночь, такие звезды, которых просто так не увидишь каждый день. Небо было все усеяно. У нас на телефоне есть программка, которую можно навести, и она показывает, как называются звезды. Проснулись, уже жарко, после рассвета буквально час-два, и все, уже дальше лежать невозможно. Мы едем сейчас по дну высохшего озера. Очень интересное ощущение. И вокруг миражи. Полностью, в какую сторону ни посмотри, кажется, что там вода, но на самом деле нет, это мираж. Кажется, что в песке вообще ничего не живет, но если присмотреться, то тут столько разных следов, разных животных, насекомых, и, конечно, очень хочется увидеть. Пока мы увидели только птичек. В мире животных из Африки. Нужно смазывать машину. Сегодня у нас санитарный день, и подошло время менять масляный фильтр, который у нас каждые 10 тысяч, специальный Траболт. Вот, это очень ответственно, потому что, сделав неправильный шаг, можно дальше не уехать. А вообще пригодилось то, что в детстве я с отцом ремонтировал автомобиль. Мне, конечно, это очень не нравилось, я не любил ходить в гараж, но тем не менее руки помнят, спустя столько лет можно, как говорится, дать раду Мурзику. Вчера мы встретили двух ребят, которые едут из Лондона в Кейптаун на Defender'е. Сегодня утром вместе позавтракали, поразговаривали и решили, что будем ехать в Мавританию вместе. Мы сейчас в Западной Сахаре. В Мавритании нам еще осталось 2 дня езды. Потом мы 3 дня будем в Мавритании ехать по пескам. И вроде бы как будем делать это вместе с ребятами. Знаете, как у нас зимой на дорогу задувает снег? Так здесь точно так же с песком. Очень интересно. Паста была на ужин. Она, правда, возле берега Атлантического океана сразу становится холодной, как только ее выкладываешь в тарелку. Сейчас не знаю, слышите ли вы шум волн. Мы стоим прямо на песке, в 20 метрах от Атлантического океана. И вместе с нашими новыми друзьями из Британии покушали, послушали историй и будем ложиться спать. Ну что, друзья, угадаете, где мы? Мы все еще в Западной Сахаре. А так и не скажешь, не так мы ее представляли, и наверняка и вы не так ее представляли. Оказывается, город Дахла в Западной Сахаре — это destination номер 1 для кайтсерфинга в Марокко и одно из топовых мест в мире для этого.
только что был на базаре, и там вообще все не так, как у нас. Продают яйца, и прямо там курицы сидят внутри базара, внутри здания. Те, видимо, которые несут эти яйца. И, конечно, там хаос дикий, куча нищих людей. И овощи, там хлеб, мясо, все, орехи, там, ну буквально все можно найти. Очень все вкусно выглядит, очень колоритно. А там же на полу продают обувь и меряют кроссовки, там всякие есть, кстати, Nike есть, Adidas есть, любых фирм. И дают мерять вместо носка пластиковый пакет, просто себе одеваешь, померял, тут же там мясо себе можешь второй рукой купить. Колоритно. Три дня в пустыне, в Сахаре, в Западной Сахаре. Экономим воду, 3 дня без душа. И наконец-то мы подъехали к мавританской границе. Нельзя везти в Мавританию алкоголь, нельзя везти в Мавританию даже свиные продукты, как оказалось. А мы закупили в Испании много хамона. Пришлось часть съесть, часть спрятать в надежде, что не найдут. Алкоголь пришлось допить. И теперь посмотрим, как это все пройдет. Говорят, что граница такая немножко уже хектик, то есть куча людей, предлагал, фиксеров. Будем пробиваться своими силами. Get on it. Done. It's my time.